Футуристичная архитектура, яркое солнце и всегда зеленая природа. Азиатский флер, но переходящая все границы глобализация. С чем у вас ассоциируется Сингапур? У меня вот... Я про Сингапур не знала от слова совсем ничего. Я только знала, что они просто живут хорошо. Так было на момент покупки билетов. Но оказалось, что я открыла интернет, фотки Сингапура и такая, мы едем в эту страну. Всем привет, меня зовут Света. Сегодня я возьму вас с собой в одно из самых притягивающих мест на Земле – Сингапур. Я никогда не ставила себе целью поехать туда, но теперь жалею, что он не был в моем списке раньше. Летим мы втроем, плюс Женин племянник. Привет, дядя. Погнали! 7 часов из Сеула, где я живу, в маленький страну-город Сингапур в Юго-Восточной Азии, на экваторе между Малайзией и Индонезией. Для путешествия в Сингапур владельцам российских паспортов необходимо получить визу. Простейше вообще делается. Я потратила на то, чтобы сделать себе визу от силы 2 часа. Это самая быстрая и самая легкая виза, которую я вообще получала когда-либо в своей жизни. В пятницу днем в 2 или 3 часа я списалась с турагентством, и в воскресенье я получила визу. Она у меня вот здесь. Мне турагентство написало памятку о том, что за 3 дня до вылета нужно обязательно заполнить электронную миграционную карточку. Я заполнила сама на сайте миграции, это миграционного офиса. Очень просто все делается, так как мы летим в группе, 4 человека, я заполняла групповую заявку. Там просто нужно указывать всю информацию о себе. Вот это разрешение, как электронная миграционная карта, у меня тоже здесь. Кстати, есть и обходной путь. Если вы планируете трансфер через Сингапур в другую страну, вы вполне можете обойтись и без визы. Страна разрешает россиянам безвизовый выезд трансфером длительностью до 4 дней. Прямо на подлете почувствовался вот этот другой воздух. Да. Ты пропустил, что мы поехали в Сингапур. Ты пропустил. Аэропорт, вообще система организации всего в Сингапуре меня очень порадовала. В аэропорту отдельный паспортный контроль для семей с детьми. Поэтому мы сэкономили кучу времени. Хорошо организовано такси. Вы идете конкретно на стойку такси. Вас сопровождает человек, который вам показывает конкретно какое такси. То есть не надо там мучиться, что-то изобретать. Я в восторге. Настоящая туристка с картой. Итак, немного исторической справки о Сингапуре. Как Сингапур стал такой богатой страной? На протяжении своей истории Сингапур, находящийся на пересечении морских путей, всегда являлся торговым центром Юго-Восточной Азии, богатым и, выражаясь современным языком, глобализированным. Однако все изменила Вторая мировая война, когда в жестких условиях военного времени всегда процветающий торговый порт превратился в трущобы, где царила коррупция, черный рынок и безработица. Вскоре после окончания войны к власти пришел премьер-министр Ли Куан Ю. И вот он, находясь у власти в течение 45 лет, искоренил коррупцию полностью до той степени, что даже когда его близкого друга уличили в коррупции, он его посадил в тюрьму. Сделал правила для бизнеса, для ведения бизнеса максимально простыми и прозрачными. В итоге сюда пришли многие иностранные компании, это все инвестиции, и плюс он сделал упор на развитие промышленности в той областях, в которой Сингапур мог работать. В том числе это переработка нефти, начали они и сейчас перерабатывают нефть из Индонезии, поэтому у них постоянный такой приток капитала. Условно Сингапур делится на 5 регионов и 2 обширных природных зоны. Вся коммерческая жизнь сосредоточена в центральном регионе на юге острова, а остальные являются преимущественно жилыми и промышленными районами.
Мы, конечно, очень по-туристически разместились прямо в сердце Сингапура, эпицентре всей его жизни, заливе Марина-Бэй, где расположены и являющиеся визитной карточкой страны достопримечательности, и деловой центр, и объекты проведения культурных мероприятий. Вот это вот большое, высокое здание, наш отель. Женя дал нам жару, он это самое распределил по разным именам. На мое имя и на свое имя зарегистрировал номер. И поэтому мы на разных этажах. Ой, блин. Тут в ванной вот это обычная вода, а вот это фильтрованная питьевая. Вот в отеле автомат стоит, который меняет любую валюту на сингапурские доллары. Марина-Бэй был первым местом, куда мы пришли и сполна ощутили дыхание города. Уже от просто погулять там мне снесло голову. Это здание для дисплея новых айфонов. Смотрите, как все футуристично. И вот эти вот навесы сделали, чтобы, ну, я так подозреваю, чтобы не проходило солнце, чтобы здесь был тенек. Нам Сингапур, а Джону вот что надо. Но, конечно, если находиться только в Марина-Бэй, жизни города вы не узнаете. Я хочу познать Сингапур изнутри. Я планирую нас всех катать на общественном транспорте. Для этого спускаемся, да-да, в метро. Ну, не без этого. Шок обеспечен, если до этого вы никогда не были в азиатском метро. Когда я приехала в Корею, путалась год. При поиске правильного пути надо смотреть не комбинацию цвет ветки «следующая станция», а цвет ветки «конечная станция», то есть направление. Вот, к примеру, мы на променаде, а едем на Ангмо-Кио с пересадкой на Ньютон. Садимся на променаде в сторону Букит-Панджанг, а на Ньютоне в сторону Джурong-Ист. Прямо над вагонами, конечно, написана следующая остановка, но чтобы добраться до нужной платформы, надо знать направление поезда. Шок в сингапурском метро у меня тоже был, но скорее от того, что... Привыкать не надо, после корейского метро все очень понятно. Так, вот нам сейчас надо делать пересадку на красную ветку. И тоже, как в Корее, пересадка осуществляется по карте. На сингапурский транспорт действует единая карта оплаты, которую можно купить в офисе по продаже билетов на любой станции. Thank you. Если честно, Джуну для того, чтобы передвигаться по метро, нужно было получить concession card. Она бесплатная, просто, я не знаю, для чего она нужна. В общем, детям от 0,9 роста до 7 лет нужно получать эту карту. Если ее не получить, то можно нарваться на штраф. Скажем, что не знали, если что. Я, честно, не поняла прикол с 90 сантиметрами, но да ладно. Разница в метро единственная, скорее, наверное, то, что с колясками можно на эскалаторах подниматься, что мы благополучно и делаем. Тут есть лифты, все нормально, но просто лифту долго ждать. В Корее перед входом на эскалатор стоит такая большая палка, чтобы не дать коляскам пройти. В Сингапуре этого нет. В метро я заметила, что стоят люди по другую сторону эскалатора. Потом отметила, что все машины и автобусы с рулем справа. И да, в Сингапуре левостороннее движение. Но, если честно, разница особо и не мешает. Я чувствовала себя вполне обычно. А это, кстати, так сингапурцы сушат белье. При переходе дороги нет зебры. Что касается комфорта, кстати, семей, путешествующих с детьми, как мы, Сингапур – страна очень child-friendly. Все оборудовано под нужды людей с колясками, везде полно детей, и в отеле можно взять коляску на прокат, чем мы и воспользовались. Вот в аэропорту детская площадка. Парковка для колясок.
И весь этот обиходный комфорт очень плавно сочетается с уникальной продвинутостью. У нас было только 2 дня, поэтому глубоко в уклад жизни сингапурцев не было возможности залезть. Но та современность, что бросается в глаза, конечно, прежде всего в архитектурном оформлении. Вы попадаете в другой мир, как будто оживаете в одном из фильмов, при просмотре которого вы думали: «Вау, так будет в будущем!». Футуристичный дизайн страны – это то, что вы едете увидеть, и то, что вы будете прежде всего вспоминать, когда речь заходит о Сингапуре. Меня от этих видов так расперло, что даже жалко было спать по ночам. Всем приветик из ночного Сингапура. И я в 4:30 местного утра, конечно, не смогла без чашечки чая. Блин, стою тут разглагольствую, и до меня только что дошло, что это же тот самый отель «Кораблик», ночь в котором стоит бешеные деньги. Одним из таких космических мест был Музей науки и искусства на Марина-Бэй. На момент нашего приезда там можно было посетить 4 выставки, 2 из которых рейтингом 18+, и только одна интерактивная, под детские запросы. На нее мы и взяли билеты. Блин! Вот видишь. Из нас 4 только 2 тут могут пройти. Я не могу, потому что я на каблуках, а Джун не может, потому что он не достиг 1,2 метра. И босиком, к сожалению, тоже нельзя. Взлететь над Сингапуром можно минимум с 2 туристических локаций. Со смотровой в отеле «Кораблики» или с колеса обозрения «Флайер». Я выбрала колесо, туда подешевле и подольше, так как у меня опухли ноги с перелета, со смены климата. Хоть мне и привычно много ходить, тяжело. А вот у Джуна коляска хотя бы, а вот эти 2 мужиков вообще слабенькие, поэтому им еще тяжелее. Полет длится полчаса. Из той кабинки выходят люди, и пока кабинка до сюда подъезжает, они убираются веничком, совочком, все там подбирают, весь мусор. И когда кабинка сюда подъезжает, уже готовы заходить следующие люди. И они делят то по 4 садятся, то по 6, то вообще вот эту кабину закрыли. Что ее закрыли, непонятно. Еще есть кабины с рестораном внутри. Это уже такие элитные, они дорого стоят. Вообще, что касается чистоты, я не видела ни бумажки на улицах. Все вылизано, люди с уважением относятся как к окружающей среде, так и к окружающим людям, что является общепринятым на законодательном уровне. Сингапурцы не всегда были такими культурными, конечно, и частенько клеили жвачки то туда, то сюда, что приводило к порче техники общественного пользования. Поэтому официально с 1992 года Сингапур запрещает ввоз и использование жвачки. За нарушение вам грозит штраф до $1000. Чистота добралась и в Чайна-таун, хотя шла я туда с некоторыми предубеждениями.
Я прошла этот храм насквозь. Как мне понравилось, то ли от всех этих запахов, то ли от атмосферы. У меня прям крышу снесло. Я буду посмотреть, что там внутри. А на рынке запах дуриана. Это настолько Чайна-таун, что я бы назвала это место International Town, потому что столько языков в одном месте я еще не слышала. В Сингапуре вообще чувствуешь себя комфортно в языковом плане. Всем настолько все равно, на каком языке ты говоришь, страна очень гармонично принимает любого. В Корее я часто сталкиваюсь с тем, что меня как иную, как иностранку, дети обсуждают шепотом, смотря прямо мне в глаза. Сталкиваюсь с повышенным вниманием, а взрослые иной раз просто подходят на улице, желая попрактиковать свой английский. В Сингапуре я настолько почувствовала себя принятой, что когда одновременно общалась с Джуном по-русски, а со своими корейцами по-корейски, даже мысли не возникло, что другим это может выглядеть необычно и на нас будут косить взглядом. В Сингапуре официальными языками являются английский, малайский, китайский и тамильский. Это язык Южной Индии. Я видела неоднократно, как мамы, чей родной язык явно не английский, потому что говорили они с очень заметным акцентом, тем не менее общались на английском со своими детьми. В метро все продублировано на 4 языках, хотя все объявления делают только на английском. Yes, I'm not sure how much money we have on our Easy card. Is it possible to check? Это не значит, что все 100% говорят по-английски. Неговорящие мне тоже попадались. Но это многоязычие и ощущение принятия подкупает. Мы вышли сейчас пожрать. Мы приехали на остров Сентоса для того, чтобы посмотреть ночное шоу. А также здесь будем сейчас ужинать. Многоязычие значит и многокультурный, многонациональный характер Сингапура. Так как исторический город являлся крупным центром торговли, моноэтническим его представить невозможно. Самыми большими группами, конечно, живут китайцы, малайцы и индийцы. Но я со своим европейским лицом так хорошо сочеталась со всем остальным сингапурским контингентом, что без оглядки одна гуляла по улицам и кайфовала от того, что я впервые в жизни не думаю о том, что я где-то одна в чужой стране и что на меня с камерой все смотрят. Я чувствовала себя частью Сингапура, и мне было не странно. Эта интернациональность, приправленная огромным количеством туристов со всего мира, придает стране непередаваемый вкус свободы в том, как тебе комфортно себя чувствовать. Слушай, я не знаю, как в такой жаре еще спортом заниматься, бегать. В зал пойти, в тренажерный, еще куда ни шло, но на улице бегать. Ну, они привычные, конечно. 30 градусов на улице будет. Сейчас 26. Но не все в нашу поездку было так идеально. Буду убивать свои ноги дальше. У меня ноги пипец. Но ничего, я могу ходить. Ради Сингапура я могу терпеть боль. Мама, я Зато по метро покатались. Сейчас едем обратно в отель. Что будем делать? Ну, что-то будем делать. Сейчас мне будет дегустация вин, напитков этих. Мораль сей басни такова: всегда проверяйте погоду в отпуске. Каждое утро. Особенно в таких вот регионах Юго-Восточной Азии, где погода меняется там каждую секунду. С утра было солнечно, а потом вообще ливень пошел. Просто ливень. Я так расстроилась, если честно. Это шикки, напиток из риса с сахаром. Но в Корее он такой по вкусу немножечко, как сказать, жиденький, что ли. А здесь прям насыщенный очень рисовый, отдает вот рисом. Пшеница с медом. Ой, вот это деле ничего.
Вкусненько. Причем вот у всех напитков, которые мы здесь пробовали, мы купили в одном месте сок. Я заказала себе апельсиново-арбузный. И вот прямо настоящий апельсин и арбуз без всяких сиропов, без всяких добавок. Очень вкусно было. Со льдом прям вообще кайфовенько. Так, а вот это что за балонг-лонг? Я не знаю, что это такое. Тут какая-то зелень нарисована. Оно такое кисленькое. Немножечко сладенькое, но больше кисленькое. Я подозреваю, что это слива. Это яблоко цитеры. Так как Сингапур – страна у экватора, климат здесь всегда более-менее одинаковый. Днем выше 30, ночью ниже 30, влажно и зелено. Пик дождей приходится на период с ноября по март и особенно льет в январе. Мы приехали в Сингапур в феврале и дважды за 2 дня нарвались на 2-часовой ливень, который основательно подпортил мне планы. Дождь, в принципе, может начаться из ниоткуда в любой момент, поэтому сингапурцы иной раз даже не парятся с зонтиками, просто идут дальше. Но туристам лучше быть наготове. В нашем случае прогноз погоды с утра не врал, но в первый день мы просто забыли его проверить. Автобусы вот здесь 3 очереди, 86, 130, 138, соответственно, кому нужен, тот туда и садится. Мы отправляемся в зоопарк, куда нас вчера не пустил дождь. Автобус идет полчаса от остановки, вот у него конечная остановка как раз зоопарк. Очень комфортно, потому что даже спрашивать не надо, до какой остановки ехать. На речное сафари вход отдельно, а в зоопарк вход отдельно, вон туда. Есть еще ночное сафари, оно по-моему, с 7 вечера до полуночи, но мы на него никак. Если покупать билеты вот здесь вот по карте или онлайн, то будет нормальная такая обычная цена. Если покупать деньги за наличные вот здесь, то плюс $3 нужно будет заплатить. 30 градусов сегодня, солнце печет, но так как здесь все укрыто и вон вентиляторы сверху работают, то очень комфортно идти, я даже не потею. Что касается жары, я бы не сказала, что в феврале она душит. Может, зная корейскую летнюю жару, я уже заклинаю ее переносить, но мне в Сингапуре было очень даже свежо. Кондиционеры работают в ослабленном режиме, так что не чувствуется, как будто вы заходите в морозилку после улицы. В общем, тут всегда ровно и хорошо. И влажно, чему несказанно обрадовались мои кудри. Видишь, у нее нос какой-то, да. Может быть, это утка-нос? Нет, Аечка, это не утконос. Утконос по-другому выглядит. Мама, утка-нос вообще он длинный. Перед поездкой я на всякий случай бросила в аптечку спрей от комаров. Но в Сингапуре 2 обширных зеленых зоны. Островки вокруг все в зарослях. И я не увидела ни одного комара, даже когда мы приехали в зоопарк. Нет, по улицам не ездят грузовики, распыляющие инсектициды. Все намного сложнее и высокотехнологичнее. Комаров с помощью искусственного интеллекта делят на самцов и самок. Самцов инфицируют бактерией вальбахия, которая проникает в их организм, влияя на репродуктивную систему, и делает их бесплодными. После того, как зараженный вальбахией самец находит себе самку, у них не вылупляются комарята, что практически приводит к уничтожению популяции комаров. Эта процедура не на один раз и не избавляет остров от опасности навсегда, поэтому в Сингапуре также бывают случаи заражения и денге, и вирусом Зика. Но если выявлено заражение человека, не выезжавшего за пределы страны, Сингапур проводит дополнительную зачистку комаров в регионе заражения, проверяет все вплоть до цветочных горшков. И если у кого-то на частной территории, в том же горшке, например, будут найдены комары, неумышленному разводчику насекомых будет предъявлен штраф от $200 до $5000, в зависимости от тяжести разведения. А самая тяжелая форма наказания предусматривает лишение свободы до 3 месяцев. Я очень расстроена тем, что вот в момент организации здесь, когда мы покупали билеты, я купила билеты вот на павильоны, но абсолютно не было никакой информации на входе о том, что за речное сафари
10-минутный, еще надо платить отдельно, нужно покупать еще другой билет. Поэтому, когда мы пришли на лодку, оказалось, что мы не можем сесть на нее. Во-первых, чтобы сесть на лодку, ребенок должен быть выше, чем 1,6, а Джун 1,5. Поэтому ему нельзя. И на входе нужно было покупать еще и на реку билет отдельно. И я не знала, что здесь отдельно билет нужно покупать, поэтому купила только на рыб. Что с метро, что здесь? В чем прикол 1 сантиметра, и я не поняла. Вообще Сингапур далеко не дешевая страна. На достопримечательностях делают деньги, как и везде. Все такое заросшее. Но в принципе, если сравнить с ценами в Корее, я бы сказала, мы разницы не почувствовали. Метро $1,5 за заход, зоопарк $40 за человека. Насчет этого музея. Каждый решает сам, стоит оно того или нет. Мы заплатили 60 местных долларов. 2 ребенка у нас бесплатно, и мы вот по 30-очке. Было интересно, интерактивно, я получила удовольствие. Но так как в Сингапуре все дорого, то 60 за 4 человек нормально, чтобы полюбоваться. Такие виды. Мы за 4 заплатили 130 местных долларов. Тут местный доллар почти равен $1. Да и еда стоит примерно столько же. Хотите шикануть? Цены соответствующие. Хотите сэкономить? Вот вам фудкорт за $10. Сильно местной еды с сингапурским колоритом я, кстати, не отметила. Блюдо номер 1 у них вот это вот курица с рисом. Но рисом с курицей никого не удивишь. Поэтому питались мы всем подряд. Короче, мы заказали тут в фудкорте традиционную сингапурскую еду. Мы зашли тут после зоопарка в индийский ресторан и взяли, не знаю что. Okay, this is Kabuki, one of our signature cocktails from Sky. Here you go. Thank you very much. Thank you. Thank you. Pleasure. I leave it that for you. You declare? Нет, мое. Мама, это что? Коктейль. Как ты можно? Кабуки. Тебе нельзя. О, сильно. Как я уже упоминала, ездили мы в феврале, что было не случайно. В Корее в этом году период празднования Нового года по лунному календарю выпал на февраль, поэтому пол Кореи собрали чемоданы и разлетелись кто куда. Но оказывается, в Сингапуре, находившемся и находящемся под определенным влиянием китайской культуры, тоже... Как вот сейчас празднование Нового года по лунному календарю. И везде висят эти красные шары под карнизами. И куда бы вы ни пошли, вы упретесь в драконов. В сам Новый год на улицах полно людей. В храме в Чайнатауне толпа. В метро как час пик, и сразу видно, кто китаец. Куча людей просто в красном, но девушки, которые хотят отличиться, в красивых платьях традиционной расцветки и фасона. И угораздило меня пойти в жемчужину Сингапура, Gardens by the Bay, именно в Новый год под вечер. Но, к сожалению, так как сейчас лунный Новый год по лунному календарю, очень много людей, поэтому, к моему огромнейшему сожалению, вон тот мост, на который я сейчас смотрю, закрыт, на него нельзя. Либо там уже слишком много людей, на него купили билеты, и они уже не продают. Я не знаю, всегда ли здесь вообще много людей, но именно сегодня точно был пик. Было невозможно купить билеты на 2 самых завораживающих локации – Cloud Forest и OCBC Skyway. Так вообще вход в сады бесплатный, оказывается, но вот именно чтобы зайти туда, на жемчужинку, нужно платить деньги, и эта жемчужинка еще и может быть закрыта. Вот так вот. Чувствую, это будет мой незакрытый гештальт. И так как площади огромные, а времени у нас не было... Сады, я прочитала, занимают порядка 5 часов, поэтому приезжать сюда нужно, конечно, оказывается, лучше в будни. И желательно, не знаю, потратить на это все
больше времени, чем у меня есть сейчас. В обычное время вот к главному, к этим супер деревьям можно зайти с любой стороны, но так как сейчас Новый год, куча людей, то они перекрыли все входы-выходы и оставили только один, чтобы как-то разграничить вообще поток людей, чтобы их контролировать. И плюс там еще представление в честь Нового года. Вот так что людей дофига. Мы ушли, не увидев ночной вид этой сюрреалистичности. Еще один незакрытый гештальт. Мы были в Сингапуре слишком мало, я слишком много не успела посмотреть, и эмоции, которые меня захлестывали каждый день, восторг от того, что я видела, разочарование от того, что я не видела, создали во мне сумасшедший коктейль того, как я воспринимаю эту страну теперь. Вот это вот я хотела посмотреть, и из-за того, что мы слишком жопу просидели в ресторане, не успели. Сложно не думать, а вообще я пожила бы в Сингапуре. Я бы ходила каждый вечер под эти огромные, невероятной красоты футуристичные деревья, ложилась бы на землю и смотрела бы на них, смотрела с жадностью. Сингапур для меня – энергия, стремящаяся прямо в сердце, со своей уникальной атмосферой единения и принятия, глобализированности и взаимности. Здесь я, находясь за границей, впервые не чувствовала себя туристкой. Мне понятен Сингапур как страна, сочетающая в себе и западные, и восточные черты в гармонии. Я с уверенностью скажу, что Сингапур влюбил меня в себя настолько, что даже зная, что в мире еще полно мест, где я не была, я бы съездила сюда еще раз, чтобы влюбиться сильнее.